Гриша, почему вода не смешивается с маслом? Но у них разные плотности. Если любого человека на улице спросить, так скажут. Дай бог. После нашего предыдущего ролика про энтропию у нас в группе ВКонтакте завязалась очень интересная дискуссия о том, почему масло действительно не смешивается с водой. И мы решили рассказать об этом поподробнее. Почему же люди отвечают про плотность? Ну, по закону Архимеда, менее плотные жидкости должны всплывать, а более плотные оседать. Но это лишь говорит о том, какая жидкость окажется сверху, а какая окажется снизу. Это ничего не говорит о том, смешиваются они вообще или нет. К примеру, спирт, который имеет ниже плотность, чем вода, смешивается с ней в любых соотношениях. Так от чего же это все-таки зависит? В прошлом ролике мы объясняли несмешиваемость воды и масла энтропией. Это верно, но это работает не для всех жидкостей. Более того, энтропия не всегда возрастает в мире открытых систем. Открытые системы – это системы, которые обмениваются энергией и, может быть, веществом с окружающим миром. Вообще говоря, описывать такие системы сложно, и практически это делают только в некоторых случаях. Давайте посмотрим на нашу бутылку. Она находится не в калориметре, который защищает ее от любых внешних энергий и не позволяет ее отводить, а находится при комнатной температуре, то есть ее температура должна выравниваться с течением времени. Еще я замечу, что она находится при постоянном атмосферном давлении. В таких условиях энтропия может падать, хотя она не обязана это делать. А интересной становится другая величина – энергия гипса. Если рассмотреть вместе первое и второе начало термодинамики, то путем несложных, интуитивно понятных преобразований можно сконструировать новую величину – энергию гипса, и она будет обладать удивительным свойством. Во всех самопроизвольно протекающих процессах при постоянной температуре и постоянном давлении она будет уменьшаться. Если разница энергии гипса между конечным и начальным состоянием отрицательно, то процесс должен протекать самопроизвольно, а если она положительна, то самопроизвольно он протекать не должен. В этом можно усмотреть аналогию с энтропией, но энтропия задает направление самопроизвольных процессов в закрытых системах. Энергия же гипса определяет направление этих самопроизвольных процессов в открытых системах, правда, при постоянной температуре и постоянном давлении. Принципиально энергия гипса состоит из двух частей – энергетической и энтропийной. Энергетическая говорит о том, сколько теплоты выделилось или поглотилось в течение процесса, а энтропийная говорит о том, как энергия была рассеяна в процессе. Они могут как конкурировать между собой, так и дополнять друг друга. По отдельности, если теплота выделяется, то процесс стремится к самопроизвольности, а если поглощается, то нет. С другой стороны, если энтропия увеличивается в процессе, то он тоже стремится к самопроизвольности, а если уменьшается, то нет. Что согласуется вообще-то со вторым началом термодинамики? Баланс этих двух частей изменения энергии гипса и задает направление самопроизвольных процессов при постоянной температуре и постоянном давлении. Теперь посмотрим, что происходит при растворении масла в воде с точки зрения энергии гипса. Молекулы масла, основных его компонентов, имеют характерный хвостик. Он состоит из углеводородов. Взаимодействуя с этим хвостом, вода выстраивается в особые упорядоченные структуры, клатраты. Тем самым энтропия у таких структур очень маленькая. Взаимодействуя с маслом, вода не может рассеять свою энергию так же хорошо, как в самой себе. Получается, что энтропийная часть энергии гипса способствует тому, чтобы процесс растворения не протекал самопроизвольно. Это просто невыгодно. А что же энергетическая часть? Мы не смогли найти величину энергетического вклада при растворении масла в воде при комнатной температуре. По всей видимости, масло настолько плохо растворяется в воде при комнатной температуре, что это практически невозможно измерить. Те измерения, которые я вообще видел, были при температурах в 150 градусах и повышенном давлении, естественно, чтобы вода не кипела. И даже там растворимость была крайне мала, 10/7 примерно. Для других соединений, которые полностью состоят из этих углеводородных хвостов, такие измерения были приведены. У них энергетический вклад мог как способствовать самопроизвольности растворения, так и запрещать это растворение, но все равно он был
очень мал по сравнению с энтропийным вкладом. Именно энтропийный вклад у таких соединений определяет их нерастворимость, потому что он просто больше. Энергия гипса – концепция, которую интересно понимать. Давайте посмотрим на еще один очень красивый эксперимент. Подкрашенный фенол хорошо смешивается с водой. Об этом нам говорит отрицательное значение изменения энергии гипса. Лично меня поразило, что фенол растворяется в воде из-за энтропийной части. В данном случае она конкурирует с энергетической. Энергетически фенол не стремится растворяться, но выигрыш в энтропии позволяет ему в итоге раствориться. Но это не все. Смотрите за руками внимательно. Сейчас мы добавим хлороформ в эту смесь. Хлороформ не растворяется в воде, имеет большую плотность, он внизу в банке. Добавляем его в пробирку. И видно, что он действительно капелькой оседает внизу, у него большая плотность. Но пара взмахов рук, и они все перемешиваются. Ждем некоторое время, и происходит что-то странное. Красная жидкость осела снизу, а светлая вверху. Что произошло? Дело в том, что фенол также смешивается и с хлороформом. Причем с точки зрения энергии гипса, переход растворенного фенола из хлороформа в воду невыгоден. Ее изменение положительно. Поэтому хлороформ вытеснил из фенола воду. Если открутить пробирку в центрифуге, то сверху останется прозрачная вода, а снизу фенол, смешанный с хлороформом. Очень прикольно. Спасибо, что досмотрели этот ролик. Напишите, пожалуйста, в комментарии, что вам понравилось в ролике, что не понравилось. Мы очень сильно старались, но мы готовы стараться еще лучше, чтобы вам понравилось.